На краю забытой железнодорожной площадки, где металл давно съела ржавчина, а трава пробилась между старыми шпалами, стоял одинокий пассажирский вагон. Он уже много лет не видел поезда, был вычеркнут из списков и словно оставлен временем, как ненужный осколок прошлого. Прохожие проходили мимо, не задерживая взгляд, дети старались держаться подальше, а городские службы давно утратили память о том, кому он когда-то принадлежал. Но внутри этого вагона жил пожилой мужчина по имени Артур. Ему было больше 70. В молодости он связал жизнь с железной дорогой, начинал слесарем, позже стал проводником, а затем долгое время присматривал за составами. Когда депо окончательно закрыли, он не стал уезжать. Артур остался в старом вагоне, который раньше колесил по стране, а теперь навсегда застыл на одном месте. Снаружи он выглядел так же, как и другие заброшенные вагоны: облезлая краска, мутные трещины на стекле, следы времени на стенах. Но стоило переступить порог, и впечатление менялось полностью. Пол был застелен деревянными досками, тщательно вычищенными и отполированными. Под потолком тянулась мягкая гирлянда теплого света, наполняя пространство спокойствием. У стены стоял книжный стеллаж со старыми изданиями, от профессиональных руководств до известных романов. Возле окна располагалось кресло-качалка, накрытое пледом ручной вязки, а рядом компактный стол с лампой, печатной машинкой и аккуратными стопками бумаг. С другой стороны находилась небольшая кухонная зона, медный чайник, висящие кружки, полочка с приправами. Все было чисто, продуманно и аккуратно, как в доме человека, привыкшего к порядку. Маленькая печь давала тепло, а тонкая струйка дыма уходила под потолок, растворяясь на фоне вечернего неба. В хвостовой части вагона размещалась спальная зона. Узкая, но уютная кровать с вязаным покрывалом, несколько подушек и аккуратно сложенная одежда. На стенах висели старые фотографии, потускневшие, черно-белые, но наполненные воспоминаниями. Поезда, рабочие смены, товарищи и женщина с мягкой, доброй улыбкой. Артур жил просто, но достойно. Он чинил мелкие вещи, много читал, делал записи в блокноте, ставил чайник. И каждое утро, несмотря на возраст и одиночество, начинал с того, что открывал окно и долго смотрел на рельсы, уходящие вдаль. Пока в обычных квартирах гудели телевизоры, хлопали двери и не стихала суета, в вагоне Артура царили тишина, порядок и покой. В этом забытом месте было больше тепла, чем во многих современных домах. И те редкие люди, которые все же решались заглянуть внутрь, переставали смотреть на старика с сожалением. Потому что понимали, он не застрял в прошлом, он сумел превратить его в спокойное и светлое настоящее. Друзья, если вам понравилась эта история, поддержите видео лайком и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.